Эта тема, несмотря на то, что она долгие годы поднимается и обсуждается общественностью, и даже была вынесена в качестве проекта законодательной инициативы в Государственную Думу предыдущих созывов, к сожалению, так и не нашла своего законодательного разрешения. Сегодня из-за отсутствия закона невозможно проводить общероссийскую, общенациональную статистику, собирать статистику, эмпирические данные. Убегают из дома дети, кончают самоубийством женщины, которые попадают в ситуацию насилия, шантажа от близких людей. Уходят из жизни старики, которым пренебрежительно, мягко говоря, а если говорить о реальной картине, унизительно относятся члены семьи, взрослые, и это приводит к трагическим последствиям. Куда может спрятаться сегодня женщина от разбушевавшегося мужа? Как может она защититься? А я почему говорю о женщинах? Потому что все-таки большая часть – это женщины, дети и старики подвергаются семейному насилию. Куда может прийти за помощью? К психологу? Может ли вызвать участкового инспектора, сотрудника полиции для того, чтобы снять с себя груз унижений и насильственных действий, но не причиняющих телесных повреждений? Если пьяный супруг разбушевался, может ли правоохранительная система привлечь к какой-то ответственности? Нет, потому что то, что за закрытыми дверьми, это уже не общественная сфера. Поэтому мы не можем ни за хулиганство привлечь к уголовной ответственности разбушевавшегося мужчину, ни за истязание, потому что не причинены телесные повреждения. А проблема остается. Мы сталкиваемся сегодня только с верхушкой айсберга этой проблемы, когда семейный конфликт приводит к необратимым тяжким последствиям. Убийство, причинение телесных повреждений, уход ребенка из семьи, и он попадает в сложную социальную среду, а может быть уже сталкивается и с наркотиками, алкоголизмом, чтобы снять с себя стресс семейного насилия. К сожалению, законопроект не смог выйти на рассмотрение в Государственной Думе по двум причинам. Во-первых, он представляет собой сложную правовую конструкцию, потому что любые межотраслевые нормативные правовые акты очень сложно строятся. Слишком серьезен компромисс, который должен быть достигнут между противоположными интересами. Второе, конечно, материальные средства, которые потребуются на то, чтобы создать социальные центры. Сегодня многие общественные организации подняли на щит тему создания островков безопасности для таких женщин и детей. И за счет волонтеров и спонсоров ведут эту тему. Но она государственная. И, безусловно, если мы поднимем ее статус на государственный уровень, то это потребует иных подходов. Нужно определить сами понятия: насилие в семье, лицо зависимое в семье, виды насилия, виды социальной помощи. Мы не можем сказать, что существующее законодательство Российской Федерации на сегодня не предусматривает отдельные вопросы, касающиеся проблем бытового насилия, проблем профилактики, но, к сожалению, анализируя соответствие международным законодательству, международным нормам, мы убедились, что внесение изменений в отдельные существующие законодательные акты, как, например, Гражданский, Уголовный кодекс, административный, это не приведет к изменению ситуации по насилию в семье, потому что нужен такой системный продукт, который сейчас вот разработан, где
учитываются все меры, не только запретительные, не только наказание нарушителей семейного благополучия, но и в первую очередь меры, направленные на комплексную профилактику для того, чтобы общество на самом деле изменило свое отношение к проблеме насилия, чтобы могли получить в любой момент психологическую, юридическую консультацию, помощь. Должны развиваться в России кризисные центры. Вот на сегодня по статистике официальной Минтруда в Российской Федерации 143 центра, но они не только по проблемам насилия в семье, это комплексные центры по оказанию социальной, медико-психолога, социальной помощи семьям в России, но у них очень много вопросов, касающихся оказания социальной помощи, а вот уже непосредственно как бы убежище, где бы человек, который подвергается насилию, мог получить приют, где бы мог получить комплексную помощь, к сожалению, их у нас не так много. Телефон доверия, который работает вот в кризисном центре АНА, в других центрах, он доказал, что эти центры нужно их развивать в каждом регионе. И мы знаем опыт наших законодателей регионального уровня, где приняты законы, их всего 2, Ставропольский край и Архангельская область, этого регионального законодательства недостаточно. И вот все мы, сообща на круглом столе, пришли к выводу, что не имея федерального закона по вопросам профилактики бытового насилия в семье, только на регионе это решить невозможно, потому что нужно в целом, например, у нас есть уже подготовленные поправки и в Уголовный кодекс, и в Административный кодекс, то есть это есть и дополнение, кроме этого системного продукта. Конечно, мы учли при разработке этого законопроекта международные нормы, опыт других стран, не только европейских, не только Америки, не только в целом, где приняты, но и в первую очередь мы анализировали и ваши уважаемые парламентарии, коллеги наши из стран СНГ, законы, которые у вас уже работают. И мы поняли, что в нашем законодательстве сразу нужно предусмотреть подготовку подзаконных актов, механизмы реализации основных положений закона. И вот мы с Ириной Соколовой являемся, Ириной Валерьевной, она член Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, я членом Межпарламентской Евразес. Тоже сейчас уже пришли к обоюдному согласию и мнению, и выносим его тоже для совместного обсуждения, что, вероятно, для того, чтобы на самом деле было эффективно не только на стадии разработки его принятия, но и реализации, разработка модельного закона, которым мы пользуемся в своей работе. Статистика, думаю, она общеизвестна, и проблема, которую мы сегодня рассматриваем, она интернациональна, и очень символично, что мы сегодня ее рассматриваем именно с коллегами из стран СНГ. Все коллеги из СНГ, и мы все знаем, что более 4 миллионов преступлений совершается именно домашними насильниками, из них жертвами 3 миллиона женщин, это в мире. В России, к сожалению, почему такая актуальность и острота проблемы на сегодняшний день все более и более волнует депутатов и вообще все наше общество российское? Потому что статистика ухудшается. К сожалению, если в 2011 году от домашнего насилия погибло 12 тысяч женщин, то в 2012 году, к сожалению, это 14 тысяч. Более 2,5 миллионов детей подвергаются домашнему насилию. Более 500 подростков кончают жизнь самоубийством. Более 50 тысяч подростков убегают из дома именно по причине домашнего насилия. Сегодня хочу сказать, что наш МГУ провел очень интересное обследование по этой проблеме. Такое широкомасштабное, выборка была порядка 3000 человек. И, к сожалению, в обществе неоднозначное отношение к этой проблеме. В чем? 50% женщин и 80% мужчин считают, что, в общем-то, это проблема женщины, проблема ее неправильного поведения, проблема провоцирования мужчины на такие поступки. И в то же время, по этой статистике, 80% российских женщин хотя бы один раз в моральном или физическом плане подвергались домашнему насилию. Представь, 80%. Из них 30% постоянно мужья бьют, 30% женщин российских. И это статистика. К сожалению, по статистике, только после 9-10 раза женщина обращается уже в полицию, в правоохранительные органы.
К сожалению, до 11-го раза некоторые женщины и не доживают. В Азербайджане в плане законодательного обеспечения ситуация намного лучше, чем у вас. Ну, еще 22 декабря 2006 года мы на специальном заседании парламента, у нас он называется Милли Меджлис, мы приняли специальное обращение, в котором заявили о своей поддержке кампании, проводимой Советом Европы. Если вы помните, несколько лет назад была кампания такая «Нет бытовому насилию», и мы приняли обязательство как можно быстрее принять закон, законодательный акт в этой сфере, но прошло почти 4 года, прежде чем мы, в общем-то, сумели пробить такой закон. Очень он трудно проходил. Парламент у нас был в то время в основном мужской, у нас было всего 13 женщин и 112 мужчин. Вы понимаете, как было, да? Нам сложно пробивать этот закон. Вот, он не раз возвращался, дорабатывался, соответствующие комитеты и так далее, но все же вот политическая воля, благодаря поддержке, конечно, главы государства, 22 июня 2010 года, почти уже 3 года прошло, был подписан закон, был принят, а потом подписан президентом, утвержден закон, называется он «О предотвращении бытового насилия». В скором времени, буквально, может быть, на следующий месяц, у нас запланировано открытие первого такого центра в Баку. Планируется также открыть в ближайший год несколько таких центров социальной реабилитации в Янже, в Сумгаите и других крупных городах страны. Кроме того, внесены поправки в ряд законов Азербайджана, в том числе в Уголовный кодекс, связанных, например, с какими специфическими, может быть, для нашей страны, ну, они существуют, наверное, эти явления в Казахстане и в других, да, наверное, и в России тоже, распространенность ранних браков в отдельных регионах, то есть 15-16-летний. У нас, если, чтобы вы знали, верхний предел, то есть возможно вступить в брак, поднят с 17 до 18 лет. Сейчас уже девушки могут вступать в брак только по достижении совершеннолетия. Ну, однако в реальности, вот сейчас уже, конечно, этих фактов стало намного меньше, потому что были приняты поправки к закону, к Уголовному даже кодексу об ужесточении наказания за принуждение к вступлению в брак. И вот даже наказание вплоть до лишения свободы до 2 лет. И в результате проводимой системы контроля, профилактических мер, ну, например, нашим священнослужителям попросту запрещено регистрировать по мусульманским обычаям, по законам шариата браки, если брачующиеся не предоставляют справку из ЗАГСа о том, что они официально заключили брак. А ЗАГСы не заключат брак, если невеста не достигла определенного возраста. В чем причины бытового насилия, вот скажем, в Азербайджане? Ну, как и во всем мире, наверное, в первую очередь, вот если брать пласт молодых людей, которые совершают это бытовое насилие, ну, давайте возьмем, в советское время они были в комсомоле, они были в партии, был какой-то контроль, тунеядство было запрещено законом, да, вот. Молодежь в основном в районах сегодня предоставлена сама себе. Есть молодежные организации, но они действуют в основном в крупных городах. Они действуют в интеллектуальной, студенческой среде, не доходят до сельской глубинки. Ложно понимаемое понятие о чести. Многие становятся невольниками чести, потому что как бы они идут на это преступление, защищая законы шариата, законы вот мусульманской чести. Скажем, какой-то мужчина может убить свою сестру за то, что она, как бы, по его мнению, себя недостойно ведет. Вот недавно мы слышали о таком событии, происшедшем в Санкт-Петербурге. Это, конечно, очень большое к нам сожаление, потому что, ну, многие наши молодые люди, в общем-то, стали верующими, неофитами, а любой неофит, он хочет быть святее самого папы. И, пожалуй, самое еще очень серьезной причиной бытового насилия. Вы знаете, многие молодые люди в Азербайджане прошли войну, воевали в Карабахе. Они видели много крови и насилия. У нас много в Азербайджане жертв военного насилия. У нас дети, потерявшие родителей. У нас порой всю семью потеряли, например, во время, вот сейчас у нас грядет 21-я годовщина Ходжалинского геноцида, который был совершен против нас 26 февраля 1992 года. И поэтому очень много семей живут в тяжелейших бытовых условиях, 7 районов под оккупацией. И, естественно, это тоже необустроенность. Это влияет тоже на вот ту проблему, о которой мы говорим.